Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о тупиках. О ком, спросите вы? Наверняка многие из вас, слыша это название, представляют себе кого-то не очень сообразительного. А увидев их, таких ярких, и вовсе подумают, что это просто какие-то морские попугаи. Но нет, это один из самых выносливых и суровых обитателей Севера. Мы сегодня посмотрим на птиц, которые не боятся ледяных северных штормов, умеют летать под водой на глубине 20-этажного дома и проводят полгода в открытом океане, ни разу не касаясь лапами земли. Еще они могут строить подземные замки и умудряются притащить в клюве сразу несколько десятков рыбешек. Да еще много интересной информации мы узнаем здесь и сейчас об этих удивительных и отважных птицах Севера, тупиках. Поехали! Чтобы встретить тупиков, нам придется совершить путешествие к полярному кругу. Их ареал охватывает огромные территории. Это Северный Ледовитый, Атлантический и Тихий океаны. И там они живут давно. Тупики не новички на планете. Окаменелости их предков находят в пластах, которым более 5 миллионов лет. Они пережили несколько ледниковых периодов, когда ледники наступали на юг, и каждый раз следовали за кромкой льда. Их преданность Северу поразительна. Даже когда климат меняется, они до последнего держатся за свои скалы. Это живые реликты, которые видели, как формировались современные очертания материков. А на данный момент в научном мире у них свой род тупики, и в него входят 3 вида, и у каждого вида свой ареал. Атлантический тупик, пожалуй, самый узнаваемый. Именно он чаще всего смотрит на нас с обложек книг и научно-популярных журналов. А кто-то видел их в фильмах о природе. Его крупный ярко-оранжевый клюв с цветными полосами выглядит очень необычно. Гнездится этот вид колониями на скалистых побережьях и островах. В Исландии сосредоточена значительная часть мировой популяции, но ареал куда шире. От восточной Канады до северных берегов Европы, включая Мурманское побережье. Топорик или топорок – могучий тихоокеанский брат. Он крупнее, а за его глазами красуются длинные золотистые перья, похожие на косички. Его владение от Камчатки и Курил до Аляски. Топорик – самый массивный и эффектный представитель рода. Он крупнее атлантического тупика, его тело плотнее, а клюв выглядит мощным и угловатым, что и дало птице русское название. И ипатка. Ипатка самый сдержанный и, пожалуй, самый северный из тупиков. Он населяет воды Берингового и Чукотского морей, где лето короткое, а погода редко бывает мягкой. Внешне ипатка напоминает атлантического тупика, но при ближайшем рассмотрении различия становятся очевидны. У него более массивная голова, укороченный мощный клюв и характерные небольшие рожки, плотные кожистые выросты над глазами, особенно заметные в брачный период. С географией и видами разобрались. Теперь можно подойти поближе и внимательно рассмотреть самого тупика. На первый взгляд тупик кажется игрушечным. Короткое тело, крупная голова, клюв явно слишком большой для такой птицы. Но это так кажется. У пеликанов вон какой клюв, и он ему просто необходим. Так и у тупиков. Только у них клюв выполняет несколько задач. Во-первых, это высокотехнологичная рыболовная снасть. Благодаря особому строению челюстного сустава, который позволяет верхней и нижней части расходиться параллельно, тупик превращает свой клюв в идеальный зажим. Внутренняя поверхность неба покрыта острыми направленными назад шипами. Именно это позволяет птице совершать невозможное – удерживать первую пойманную рыбину языком, пока клюв открывается, чтобы схватить вторую, 10-ю или даже 30-ю, были зарегистрированы случаи. Во-вторых, это мощная строительная кирка. В отличие от большинства морских птиц, тупик не ищет готовые расщелины, а буквально вгрызается в землю и роет норы. Крупный твердый клюв служит основным инструментом для прокладки туннелей в каменистой промерзшей почве. Он работает в паре с когтистыми лапами. Клюв скалывает куски грунта и перерубает корни растений, позволяя птице возводить свои подземные замки на глубине до 2 метров. В-третьих, это социальный паспорт и язык общения. В брачный период яркость клюва – это главный индикатор здоровья и статуса. Но кроме того, клюв используется в ритуалах ухаживания и для
для мирного решения конфликтов. Когда тупики трутся клювами, они укрепляют семейные узы. А когда хотят показать свою силу сопернику, они просто широко раскрывают его, демонстрируя ярко-желтую пасть. Этого обычно хватает, чтобы не доводить дело до драки. Когда брачный сезон заканчивается, клюв тупика претерпевает метаморфозу, которую сложно встретить у других птиц. Как только единственный птенец покидает нору и отправляется в самостоятельное плавание, нарядный фасад птицы буквально начинает осыпаться. К осени ярко-оранжевые и желтые роговые пластины, которые нарастали всю весну, начинают отслаиваться и отпадать. Тупик в буквальном смысле раздевается. Клюв становится заметно уже, короче и приобретает невзрачный, темно-серый или даже грязновато-бурый оттенок. Природа великий прагматик. Зимой тупику не перед кем красоваться. Он проводит долгие месяцы в открытом океане, где царят шторма и ледяной ветер. В таких условиях массивный свадебный клюв только мешал бы. Тело тупика плотное, компактное, с короткой шеей и мощной грудной мускулатурой. Спина, затылок и верхняя часть крыльев имеют глубокий матовый черный цвет. В солнечный день на перьях может появиться едва заметный стальной или синеватый отлив. Это помогает поглощать солнечное тепло, когда птица отдыхает на скалах. Грудь, живот и щечки птицы ослепительно белые. Интересно, что белые перья на мордочке у атлантического тупика зимой становятся серыми под цвет холодного неба и снова белеют только к весне. У топориков, тихоокеанских тупиков, оперение на голове еще сложнее. У них за глазами растут длинные шелковистые золотисто-кремовые пучки перьев, которые изящно спадают на спину. Оперение тупика на ощупь, если бы вам удалось его потрогать, очень жесткое и плотное. В отличие от рыхлых перьев лесных птиц, перья тупика напоминают чешую. Они короткие, очень крепкие и накладываются друг на друга с идеальной точностью. Между перьями нет щелей. Это создает абсолютно гладкую поверхность, которая не только не пропускает воду, но и уменьшает сопротивление воздуха и воды при движении. И чтобы понять, как тупик умудряется выживать в ледяной воде Арктики и при этом оставаться сухим, нужно заглянуть под его черно-белый фрак. В основании хвоста у тупика находится особый орган – копчиковая железа. Это небольшая фабрика по производству сложного водоотталкивающего секрета, состоящего из жиров и восков. Птица надавливает клювом на железу, выдавливая каплю жира, а затем методично, перо за пером, прокрашивает все свое тело. Этот жир создает молекулярную пленку, которая не дает воде соприкасаться с самой структурой пера. Вода просто скатывается с птицы, как с тефлоновой сковородки. У тупика, к тому же, невероятно высокая плотность оперения. На 1 квадратном сантиметре его тела растет гораздо больше перьев, чем большинства других птиц. Каждое перо имеет сложную систему микроскопических крючков, которые сцепляются друг с другом, создавая герметичный слой. Под этим водонепроницаемым панцирем находится слой густого и нежного пуха. Там удерживается прослойка воздуха, которая служит термосом. Температура тела тупика составляет около 40 градусов. И даже если за бортом минус 40, этот воздух сохраняет тепло, не давая птице замерзнуть. И за перышками необходимо все время следить. Для тупика уход за перьями – это не вопрос красоты, а вопрос жизни и смерти. Если перья испачкаются, например, в мазуте или просто в грязи, замок из микрокрючков нарушится, вода попадет внутрь, и птица мгновенно потеряет тепло. Поэтому тупики – одни из самых чистоплотных птиц. Они могут часами заниматься своим туалетом, расправляя и смазывая каждое перышко. И тупик – это птица с перегрузом. У него очень плотное тело и при этом короткие узкие крылья. Чтобы такая конструкция вообще оторвалась от земли или воды, ему нужно приложить титанические усилия. Взлет с воды выглядит как отчаянная попытка утопающего спастись. Тупик начинает бешено колотить крыльями по поверхности, буквально разбегаясь по волнам лапами. Ему нужно набрать приличную скорость, прежде чем он сможет оторваться. Со скал взлетать проще.
Он просто бросается вниз в бездну, надеясь, что скорость падения поможет крыльям поймать поток воздуха. Но как только Тупик набрал высоту, он превращается в маленькую ракету. Он может разгоняться до 80 км в час. Из-за особенностей анатомии он не может парить. Ему нужно махать крыльями постоянно. Остановился — упал. Поэтому в небе Тупик всегда выглядит как очень целеустремленный и очень торопящийся шмель. Если взлет это трудно, то посадка это настоящий экстрим. Заходя на посадку на узкий скалистый карниз, Тупик выставляет свои ярко-оранжевые лапы-перепонки далеко вперед, используя их как воздушные тормоза или парашют. Несмотря на все старания, посадка часто заканчивается кувырком. Тупик нередко просто врезается в склон или в своих соседей, после чего встает, отряхивается и с крайне невозмутимым видом, как будто так и было задумано, идет к своей норе. Да, кстати, они живут в норах, но об этом позже. Все это говорит о том, что Тупик не парящая птица открытого неба, а подводный охотник. Крылья относительно короткие и жесткие, что делает полет тяжелым и быстрым, но зато превращает их в идеальные ласты под водой. Ныряя, Тупик буквально летит сквозь толщу моря. Воздух получается для него вторичная стихия, а вода главная. Лапы расположены далеко сзади, из-за чего на суше Тупик выглядит немного неуклюжим. Покачивается, почти ковыляет. Зато в воде такое положение дает устойчивость и контроль. Лапы перепончатые, сильные, служат рулем при погружении и всплытии. И все потому, что Тупик проводит в открытом океане 7 месяцев подряд, с конца августа до начала апреля. Представьте себе, более полугода птица не просто не заходит домой, она вообще не касается лапами земли. Для Тупика в этот период планета превращается в бескрайний водный мир. Тупики дрейфуют на ледяных волнах, покачиваясь, как маленькие поплавки. Их плотное оперение и жировая смазка, о которых мы говорили, позволяют им чувствовать себя в ледяной воде так же комфортно, как нам в теплой постели. В отличие от летнего периода, когда они живут шумными городами, зиму тупики проводят в одиночестве. Миллионы птиц рассеиваются по океану на тысячи километров друг от друга. И они не сидят на месте. Тупики постоянно кочуют вслед за косяками рыбы, преодолевая огромные расстояния. Они могут уходить на юг до берегов Средиземного моря или Марокко в Атлантике и до Японии или Калифорнии в Тихом океане, но всегда остаются в пределах холодных течений. Для Тупика океан – это не враждебная среда, а самая безопасная зона. На суше их подстерегают чайки, лисы, крысы, люди, а в открытом море в сотнях километрах от берега они предоставлены сами себе. В море Тупик перестает быть птицей в привычном смысле слова и превращается в живой торпедный аппарат. Все, что на суше выглядит забавным и неуклюжим, под водой внезапно обретает точность и скорость. Ныряние для Тупика – базовое состояние, его повседневная работа. Погружение начинается без разбега. Тупик просто складывает крылья, наклоняется вперед и исчезает под поверхностью воды. Под водой крылья расправляются и начинают работать как ласты, совершая частые жесткие взмахи. Ноги с перепонками выполняют роль руля, помогая резко менять направление. Так птица может нырять на глубину до 30 метров, а иногда и глубже, оставаясь под водой до минуты. Охота ведется зрительно. Тупик отлично видит под водой. Мигательная перепонка защищает глаза, но не искажает картинку. Основная добыча – это мелкая стайная рыба. Он преследует жертву долго, а действует короткими и точными рывками. Решающий момент – захват. Клюв срабатывает мгновенно, и рыба фиксируется так, что вырваться уже не может. И вот здесь начинается самое интересное. Пойманная рыба не мешает охоте. Тупик удерживает ее прижатой языком к небу и продолжает ловлю. За один нырок он может собрать целую гирлянду из нескольких рыбешек, аккуратно выстроенных в клюве. Это особенно важно в период выкармливания птенца. Каждый выход в море должен быть максимально эффективным. На поверхности Тупик не теряет времени. Короткий отдых и снова вниз. Так десятки раз за день. Результат слаженной работы тела, зрения, мышц и нервов. Быстро нырнул, точно поймал, ничего не уронил. И иногда не только для себя. Дома на берегу ждет его семья. В какой-то момент океан отпускает Тупика. Не навсегда.
лишь на короткий северный сезон, когда скалы освобождаются ото льда, а солнце почти не заходит за горизонт. Наступает весна, и именно тогда морские кочевники возвращаются на сушу, туда, где они сами когда-то появились на свет. Тупики гнездятся колониями, иногда огромными, тысячи птиц на одном острове. Шум, крики, хлопанье крыльев, суета у нор создает впечатление хаоса, но на деле каждая птица точно знает свое место. Пары у тупиков, как правило, стабильные. Они узнают друг друга по внешности, голосу и поведению. Встреча партнеров после долгой разлуки в море – один из самых эмоциональных моментов сезона. Когда пара встречается на своем заветном клочке земли, они устраивают то, что ученые называют биллингом. Птицы встают грудь к груди и начинают быстро-быстро постукивать клювами друг от друга, качая головами из стороны в сторону. В этот момент слышно сухое ритмичное пощелкивание. Это звук соприкосновения их роговых пластинок. Для тупиков это самый приятный звук в мире, означающий, что они снова вместе. Вокруг может царить хаос, кричать тысячи других птиц, но в этот момент пара не замечает ничего вокруг. Этот ритуал может длиться долго, подтверждая их любовь на новый сезон. Тупики – верные однолюбы. Пара может сохраняться на протяжении 20 и более лет. Такая преданность – суровая необходимость. Короткое северное лето не дает возможности долго искать нового партнера. Если ты нашел свою половинку, вы можете немедленно приступать к самому главному – ремонту дома и продолжению рода. Да и вырастить птенца в Арктике в одиночку невозможно. Им нужно доверять друг другу на 100%. Ведь пока один греет единственное яйцо, второй должен часами охотиться в ледяном море. Этот момент встречи – их главная награда за выживание в зимней океанской пустыне. И именно здесь, на продуваемом ветрами утесе, начинается их новая глава. Есть время целоваться, а есть время для других, более важных задач. В отличие от чаек или бакланов, тупики почти не используют открытые площадки. Их выбор – норы. На суровом севере открытая площадка – это лотерея со смертью. Птенцы, оставленные на скалах, становятся легкой добычей для крупных чаек и поморников. К тому же ледяные арктические ветра и внезапный снег могут погубить складку за считанные часы. Как только пара воссоединилась и завершила свои приветственные ритуалы, они приступают к тяжелой работе. Если у пары уже есть старая нора, они начинают ее генеральную уборку. Если же это молодая семья, им предстоит стать шахтерами. И строительство идет в 4 лапы и 2 клюва. Своим мощным клювом птица скалывает куски грунта, перерубает корни трав и даже выковыривает небольшие камешки. Острые когти на лапах идеально подходят для того, чтобы отгребать выкопанную землю назад. Тупики забавно выкидывают фонтанчики земли из входа в нору, работая как маленькие бульдозеры. Средняя длина норы составляет около 1,5-2 метров, но встречаются и настоящие лабиринты длиной до 3-4 метров. Туннель редко бывает прямым. Обычно он имеет изгиб, чтобы прямой ледяной ветер не задувал в жилую камеру. В самом конце туннеля находится расширение. Тупики выстилают его сухой травой, мхом и перьями. Это детское, где будет расти их единственный наследник. Удивительный факт. Тупики – невероятные аккуратисты. Птенец тупика никогда не пачкает гнездовую камеру. Для этих нужд птицы используют специальное отплетение в туннеле или делают свои дела прямо у входа. Это жизненно важно, так как в замкнутом пространстве влажность и грязь могут быстро испортить оперение и привести к болезням. Кстати, да, яйцо всегда одно. Это принципиально. Тупик не распыляет ресурсы. Вся энергия пары направлена на единственного птенца. Насиживают оба родителя, сменяя друг друга, а затем также совместно кормят малыша. Птенец рождается темным, покрытым густым пухом, и первые недели жизни проводит в полной темноте норы, не видя моря, которое вскоре станет его судьбой. Кормление – тяжелый марафон. Взрослые птицы совершают десятки рейсов в день, принося рыбу в клюве. Каждый прилет – это точный расчет. Нужно не только добыть пищу, но и вернуться, не став жертвой хищников. Постепенно птенчик растет, набирает массу
И в конце лета происходит решающий момент. Жизнь в подземном замке заканчивается внезапно и очень сурово. Когда птенец, которого ученые называют Пыжиком, подрастает, родители просто перестают его кормить. Голод – лучший учитель, который заставляет молодого Тупика выйти из безопасности туннеля навстречу неизвестности. Для молодого Тупика первый выход в мир – это самая опасная минута в жизни. На скалах его ждут патрулирующие небо большие морские чайки, поморники, для которых неопытный птенец – легкая и желанная добыча. И поэтому птенцы покидают гнездо исключительно под покровом ночи. В темноте их темное пуховое оперение делает их практически невидимыми для хищников. У птенца нет времени на раздумья. Как только он выходит из норы, Пыжик просто бросается со скалы вниз. Это не совсем полет, скорее контролируемое падение. Он бешено машет крыльями, пытаясь направить свое тело в сторону воды. Если повезет, он падает прямо в волны. Если нет, он может удариться о камни, но густой пух и слой жира часто работают как подушка безопасности. Оказавшись в воде, он тут же начинает грести лапками как можно дальше от берега, в спасительную тьму открытого океана. С этого момента он абсолютно одинок. Родители не будут его искать или учить охотиться. Теперь он сам по себе. И если будет все хорошо, он обязательно вернется к этим местам искать себе вторую половинку. Круг замкнулся. Так тупики жили долгое время в океане, короткое лето на суше, пока не пришел человек. Отношения человека и тупика имеют долгую и неоднозначную историю. На протяжении веков эти птицы были для жителей суровых северных островов не милыми символами, а главными источниками выживания. В Исландии и на Фарерских островах охота на тупиков – это древний промысел, который помогал людям выжить, когда другой еды просто не было. Охотники использовали специальные сачки на длинных шестах, которыми ловко перехватывали птиц прямо в полете над скалами. Хотя существовали и строгие правила, охотник никогда не трогал птицу, несущую рыбу в клюве, потому что знал, дома ее ждет голодный птенец. Ловили только холостых птиц или тех, кто еще не завел семью. Сегодня в большинстве стран такая охота запрещена или строго ограничена. Тупик превратился из еды в символ севера, привлекающий миллионы туристов. Однако на смену охотникам пришли новые, куда более глобальные угрозы. Долгое время казалось, что тупики почти неуязвимы. Они живут на краю земли, гнездятся в местах, куда человеку трудно добраться, проводят большую часть жизни в открытом океане. Но именно эта кажущаяся удаленность сыграла с ними злую шутку. Изменения, происходящие в море, бьют по тупикам незаметно и без предупреждения. Главная угроза для них – не прямое преследование, а исчезновение привычной пищи. Тупики зависят от мелкой стайной рыбешки, чувствительной к температуре воды и составу планктона. Потепление океана смещает косяки, нарушает сроки появления рыбы у берегов. В результате взрослые птицы прилетают в колонии вовремя, а море внезапно оказывается пустым. Птенцы не доедают, рост замедляется, смертность резко возрастает, и все это без единого выстрела или сети. Вторая опасность – загрязнение. Нефтяные пятна, микропластик, химические соединения накапливаются в пищевой цепи. Тупики, как активные ныряльщики, особенно уязвимы. Загрязненное оперение теряет водоотталкивающие свойства, а проглоченный пластик приводит к истощению и гибели. Часто птица выглядит внешне здоровой, но погибает от медленного внутреннего сбоя. Есть и наземные угрозы. На островах, где появились крысы, лисы или собаки, колонии тупиков исчезают стремительно. Птенцы в норах – легкая добыча для хищников, с которыми у птиц нет эволюционного опыта сосуществования. И сегодня тупики стали индикатором состояния северных морей. Их численность, успех размножения, даже состав корма – все это внимательно отслеживается учеными. И тревожные сигналы уже звучат. Красавец-тупик все еще держится, выносливый, упрямый, морской, пусть и не исчезающий вид, но уязвимый. Но теперь его судьба тесно связана не только с океаном, но и с тем, насколько разумно человек будет обращаться с этим холодным, живым пространством. И хотелось бы, чтобы эти морские шмели продолжали жужжать над атлантическими прибоями, тихоокеанскими туманами и северно-ледовитыми паковыми льдами еще многие годы. Ведь без этих ярких клювов север станет намного тише, тусклее и, чего греха таить, намного скучнее.
Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.